Приветствую на своем канале. Сегодня мы будем обслуживать Sense мелитопольский двигатель и будем конкретно касаться ходовой. То есть в салоне при движении на неровной поверхности, на маленьких ямках появился такой отчетливый звук. Бу-бу-бу-бу. Глухой такой тупой звук. Вот. Ну, в принципе, нужно было просмотреть ходовку, что мы и сделали. В конечном итоге, что у нас вышло, это задний сайлентблок переднего рычага. То есть я хочу, сейчас мы спустимся вниз в яму, я покажу, как его можно проверить и увидеть. Задний сайлентблок переднего рычага в Sense и в Lanos они находятся вот здесь. То есть вот наш сайлентблок, башмак его называют в народе. То есть если визуально даже присмотреться, здесь есть старая запыленность и буквально новый отход, то есть он отслоился, даже уже отошел миллиметров на 5 уже со своего места посадочного, то есть это уже было визуально видно. И плюс, если взять, допустим, монтировочку и вставить сюда ее вот так вот и покатать, то есть он создает, то есть рычаг полностью шевелится, отслоившись полностью от сайлентблока. То есть они должны стоять мертвые, насаживаются они довольно-таки плотно. Вот у нас и что и послужило причиной его замены. То есть диагноз у нас уже поставлен, а начнем мы его менять. Это вот один крепеж хомута и второй крепеж хомута. Сейчас мы их отпустим полностью. Отпустив два крепления, то есть у нас обычно, если башмак, то он бывает туго сходит, но этот башмачок, он просто от руки крутится. Его можно стащить просто одной рукой. То есть вот таким вот образом. И он сам снимается. Это уже тоже говорит о том, что, ну, в принципе, башмак должен сажаться довольно-таки плотно. Но в нашем случае он снимается просто от руки. Вот таким вот образом мы его сняли. Значит, сейчас у нас я покажу, какой башмачок мы новый будем сайлентблок этот, вернее, устанавливать. И, в принципе, на этом закончим. Значит, получается, старый мы выкорчевываем вот таким образом. Решили устанавливать будем вот такой вот сетеровский башмак. И я покажу на старом. То есть в таком же положении мы обратно его, возможно, даже если новый не будет плотно входить, то возможно придется немного его присадить вот таким вот образом. Задели мы новый башмак, то есть мы вот здесь немного промазали масличком и здесь и вдавили его плотно, без застукивания. Значит, теперь у нас, в принципе, возвращаемся к самому рычагу внутри под машиной. И уже здесь на месте нам, получается, одной рукой нужно выдавить сам рычаг и вот таким вот образом насадить новый башмак и настучать его на свое примерное посадочное место. То есть самое главное попасть этим зацеплением, этим пруком в эту резьбу в корпусе. Садили мы новый башмак, то есть он садится довольно-таки плотно, пришлось постукивать вот здесь, чтобы он полностью налез. Самое главное, чтобы хомут с резьбой совпадали без перекоса, вот здесь. Болты мы почистили, смазали нигролом и теперь делаем полную обтяжку сайлентблока, и на этом, по сути, его замена будет закончена. Хотел добавить из личного опыта по поводу задних сайлентблоков переднего рычага. То есть из личного опыта они, бывает, выходят со строя и через 10 тысяч, и через 20 тысяч, бывало и через 60 тысяч держались. То есть по качеству не могу сказать, то ли это качество, то ли износ уже самой вилки рычага. Но если, в принципе, ставить подороже, то есть брать не средний вариант, а, допустим, уже опираться на акцент дорого, то есть подороже мировой бренд этого сайлентблока, они действительно выхаживают в 2, а то может быть и в 3 раза больше. То есть если ставить акцент на этом, хотя замена всего лишь 10 минут, грубо говоря, то есть важна только сама деталь. То есть средний вариант уже мы практикуем CTR. Вот, это они, в принципе, в среднем и выхаживают. Все зависит, конечно, от манеры езды и трассы, по которой вы ездите, но, тем не менее, менять их довольно-таки часто приходится. Всем, кому было это видео интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!